Друзья, всем привет! С вами канал Золотой Спиннинг и я Алексей Воронин. Дорогие женщины, если вы думаете, что приготовить вашим дорогим мужчинам на праздник, то лучший подарок, по-моему, мед. Ой нет, это сказал медвежонок Пух, а мужчины любят мясо. Мы знаем, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Тогда дорогим мужчинам нужно приготовить вкусное нежное мясо с пикантным вкусом, сногсшибательным ароматом, великолепной подачей с соусом табаско и оливковым маслом холодного отжима. Для гармонии добавим каперсы и свежие томаты черри. И это будет ростбиф из говяжьей вырезки. Я буду готовить ростбиф из говяжьей вырезки с уровнем прожарки медиум. Медиум достаточно востребованная средняя степень прожарки. Крови уже нет совсем, но еще заметен розовый сок. Цвет в разрезе розовый, на поверхности куска светло-коричневого оттенка. Температура внутри мякоти составляет 60 градусов. Среди гурманов такая степень прожарки считается золотой серединой. Для приготовления ростбифа нам понадобится вырезка говяжья, соль морская крупная, ветки розмарина, ветки тимьяна, приправы и специи. Я купил готовую смесь приправ, называется кулинарный шедевр смесь перцев с сычуанским перцем. В его составе смесь перцев чили, перец черный, паприка красная, соль, китайская смесь из 5 специй, анис, корица, фенхель, гвоздика, перец сычуанский, цедра апельсина, тмин. Дополнительно добавлю молотый перец чили, черный перец, сухие итальянские травы. Для подачи буду использовать оливковое масло прямого отжима Extra Virgin, также соус табаско, каперсы и помидоры черри. Вырезку мы будем запекать в духовке. Предварительно подготовим мясо. Острым ножом необходимо снять пленки с говяжьей вырезки. Вырезку подготовили. Теперь ничто не помешает насладиться нежным мясом. Далее мясо необходимо замариновать. Берем пергамент, укладываем на него говяжью вырезку. Не спешите выкидывать стебли от укропа, если они у вас есть. Они более ароматные, чем листья укропа, и отлично подойдут для нашего маринада. Я просто нарезаю стебли укропа ножницами, добавляю ветки тимьяна, просто рву их на маленькие кусочки. Добавляю ветки розмарина. Солю крупной морской солью. Обсыпаю мясо смесью перцев с сычуанским перцем. Также обсыпаю смесью из сухих итальянских трав. Добавим немного молотого черного перца по вкусу. И для придания пикантности немного молотого перца чили. Приправы вместе с тимьяном и розмарином уже создали аромат на кухне. А мы ведь еще не начали готовить. Уже хочется побыстрее приготовить это нежнейшее блюдо – ростбиф из говяжьей вырезки с ароматом шикарных специй. Для того, чтобы специи прилипли к мясу и вырезка лучше мариновалась, смажем ее оливковым маслом. Обязательно нужно сделать массаж мясу со специями. Во-первых, так лучше аромат специй попадает в мясо. Во-вторых, промассированное мясо будет более нежным. Посмотрите, какая красота получается. Следите за тем, чтобы специи и травы равномерно покрывали мясо. Массировать нужно пару-тройку минут. Уложим настил из тимьяна и розмарина под мясо. Сверху вырезку также накроем свежими травами. Заворачиваем мясо в пергамент и оборачиваем пищевой пленкой. Убираем мариноваться говяжью вырезку в холодильник на час. Можно и дольше, если располагаете временем. Прошел час. Достаем наше мясо, разворачиваем пергамент. Ох, какой красивый красный кусок мяса в травах и приправах. Травы с мяса убираем в сторону, они нам еще пригодятся. Аккуратно счищаем с мяса все специи.
Это мы делаем для того, чтобы сделать быструю обжарку мяса перед приготовлением в духовке. Если мы этого не сделаем, то при быстрой обжарке специи и травы могут подгореть и дать мясу горьковатый вкус. Специи также откладываем в сторону, они нам еще пригодятся. На хорошо разогретую сковородку без масла выкладываем говяжью вырезку. Постарайтесь обжарить с каждой из возможных сторон, чтобы мясо хорошо схватилось, а вернее запечаталось. Это очень важный момент, чтобы мясо осталось сочным при запекании в духовке. Этого делать не обязательно, но я обычно помогаю процессу газовой горелкой. Газовая горелка хорошо помогает сковородке и при этом придает внешний вид мясу и аромат, как на реальном огне. Даем прожариться мясо на каждом боку. Удобно пользоваться щипцами. Заранее продумайте, чем вы будете переворачивать и удерживать ваше мясо в процессе обжарки. Если нет щипцов, возьмите 2 вилки или ложки и держите мясо ими, только ничем не протыкайте. Обратите внимание, мясо пожарилось до коричневого цвета, даже в некоторых местах появилась корочка. Это не страшно, все придет в норму в духовке. Повторяем процедуру мариновки мяса в специях и травах, которые мы сохранили после первого раза. Хорошо обваляем говяжью вырезку в специях и проложим со всех сторон травами. Далее нам обязательно понадобится термощуп, который точно определит температуру готовности внутри мяса. Как я уже сказал в начале видео, мы готовим мясо с уровнем прожарки medium. Это 60 градусов по Цельсию. Поэтому обязательно нужен термометр с термощупом. Вставляем термощуп ровно в середину куска нашей вырезки. Термометр показывает 28 градусов. Так мясо успело прогреться внутри после обжарки. У меня термометр с Bluetooth. Подключаю его к смартфону и выставляю нужную температуру, при достижении которой термометр и смартфон будут сигнализировать, что процесс готовки завершен. Заворачиваю мясо в пергамент и кладу его на противень. Важный момент. Мясо в духовке мы жарить не будем. Мясо в духовке мы будем прогревать. Поэтому заранее разогрейте духовку, но максимальная температура духовки должна быть 150 градусов по Цельсию. Лучше, чтобы было 140 градусов по Цельсию. Если температура будет выше, то мясо начнет выдавливать влагу и жариться, а нам этого не нужно. Я выставил на термометре температуру 56 градусов. Почему не 60, спросите вы? Отвечаю. Когда вы убираете мясо из духовки, термические процессы внутри мяса не прекращаются, и температура еще повышается на 3-4 градуса. В то время как мясо будет отдыхать, температура поднимется до 60 градусов, а потом начнет спадать. Мясо оставляем остывать до комнатной температуры. Какой-то сок, несомненно, говяжья вырезка выделила, но это не страшно, не выливайте этот сок, он пропитан вкусом специй и пригодится нам при подаче блюда на стол. После того, как мясо остыло, убираем его в холодильник, потому что подается мясо холодным. Пусть так и лежит в пергаменте и специях. Теперь можно подавать продукт. И еще один не менее важный момент. Это очень тонкая нарезка мяса. Чем тоньше, тем лучше. Понадобится очень острый нож, заточите заранее. Мясо нежное и тупым ножом просто не нарежете тонкими слайсами. Вырезка получилась просто шикарная. Нежная, мягкая, сочная, с красивым красным цветом. Вы видите? Из мяса выходит розовый сок. Это не кровь, не пугайтесь. Это я говорю для тех, кто смотрит или будет готовить первый раз. Мясо полностью готово к употреблению с уровнем прожарки medium. Карпаччо, например, вообще подается сырым. Но где взять такое мясо, чтобы есть его сырым? В магазине? Не думаю. Да и много ли людей будет готовых есть сырое? Тоже не думаю. А вот medium – это идеальный вариант, во всяком случае для меня. Подготовим к подаче черри. Пусть будут без кожи, она у них толстоватая. Быстро обдам газовой тарелкой кожуру, кожа томата лопается и будет такой еще легкий аромат с дымком. Делаем сервировку. Слайсы ростбифа я выложил на тарелку кругом. Далее смочил вырезку соусом из мяса.
Добавляем на каждый кусочек по несколько капель оливкового масла. Выкладываем каперсы по одному или по два на каждый кусочек мяса. Томат черри. И в завершении одну каплю или две соуса табаско. Будет не остро, будет очень пикантно, поскольку оливковое масло не даст острому соусу разгуляться. Но если не любите острое, можно не добавлять. Друзья, блюдо готово, можно его вкусить. Давайте попробуем. О, это божественно! Нежнейшая вырезка, которая тает во рту, насыщенная ароматами трав и специй, дополненная соусом из самого мяса. Далее раскрывается солоноватый вкус каперса. Каперс — это еще не распустившиеся бутоны колючего кустарника, который называется каперсник. Феерично зажигается соус табаско и снижает свой градус под вкусом греческого оливкового масла холодного отжима Extra Virgin. Просто класс! Просто великолепно! Очень вкусно, очень по-мужски. Дорогие женщины, это шедевр. Мужчины будут ваши. Дорогие мужчины, готовьте для себя вкусно, готовьте полезно, готовьте по-мужски, готовьте своим любимым. Всем желаю мирного неба над головой и вкусных рецептов. А с вас, дорогие мои, лайк под этим видео и подписка на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Делитесь этим видео рецептом с друзьями и близкими в соцсетях. Через кнопку «Поделиться» — это очень удобно и быстро. А с вами был канал Золотой Спиннинг, я Алексей Воронин. Всем пока!